Здравствуйте, друзья! Хотел бы вас познакомить с такой информацией, как можно обновить то, что не обновляется в Linux. У меня, значит, у жены есть компьютер под названием ноутбук. И получается так, что она его включает не очень часто, где-то там раз в 4 месяца, может быть. Ну, просто потому, что есть другие устройства теперь, планшеты, телефоны там и так далее. И получается, она его включает, все нормально работает. Единственное, что меня взбесило, то, что там выпадают вот эти вот обновления. Там 920 пакетов нужно было бы обновить. И я решил, конечно же, обновить, ну, через PAMOC, ну, то есть через ту штуку, которая визуальный интерфейс имеет. Естественно, у меня ничего не получилось, потому что начались какие-то проблемы, конфликты и так далее. Вот. Потом я вспомнил, что есть такая командочка под названием pacman там SYU. Она, в общем, позволяет обновить пакеты через командную строку, через sudo, так сказать, более нагло, чем это делает PAMOC. И это у меня не получалось сделать несколько раз, и система ложилась полностью хорошо. У меня были таймшифтовые снимки, которые позволили возвратить систему в прежнее состояние хотя бы и попробовать снова и снова. Ну, в общем, в общей сложности где-то я 4 раза пробовал восстановить, и на 5-й у меня получилось. Единственное, что я делал неправильно, как я понял потом, это то, что я сначала пробовал через PAMOC восстановить, а потом через командную строку. А мне изначально нужно было через командную строку это делать, потому что PAMOC по-своему это делает, а pacman в командной строке по-своему. Ну, я думаю, вы знаете, что такое PAMOC, что такое pacman, если вы используете Arch Linux. В общем-то, смысл в том, что, по идее, любой Linux нужно пытаться обновить через командную строку изначально, а не пытаться обновить через пакетный менеджер. Именно с GUI интерфейсом, потому что у них немножко разная работа, разная логика. И получается, что всего лишь нужно было сделать обновление через командную строку. Но не все так просто. После того, как я придумал сделать изначально через командную строку, после очередного восстановления через TimeShift, я столкнулся с проблемой, что какие-то там локализации существуют, типа из-за этого ну, вообще невозможно восстановление. Я переименовал эту папочку, и у меня все получилось. Единственное, что осталось, это один пакет какой-то там, который на данный момент, я так понял, либо он с ошибкой, либо ну просто, короче, его нереально обновить, потому что возникает какая-то ошибка при компиляции. Это Qt WebKit под названием, в общем. И немножко видосиков о том, как я все это делал, я вам покажу. Ну и, соответственно, команды вы можете увидеть в описании к этому видео. Если вам понравилась информация, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, будет много еще чего интересного. Здесь я показываю вам, как идет процесс обновления, и почему-то, видите, в PAMOC написано «Ожидание выхода другого менеджера пакетов». Изначально меня эта фраза ввела в заблуждение, потому что я думал, что я что-то сделал не так, и у меня уже что-то обновляется. Прервал обновление, однако оказалось, что вроде как это нормально. И вот после того, как у меня система упала, я попытался нажать Ctrl-Alt-F2 и выполнить от имени своего пользователя процесс обновления, но уже через именно такой вот интерфейс командной строки. Однако здесь меня подстерегала тоже неудача. В общем, я это вырубил. И потом после восстановления через TimeShift, вот видите, я в 2 раза ускорил этот фрагмент. Полетели обновления после того, как я переименовал папку. Вот эту вот
Как видите, система обновилась, но однако после даже полного обновления еще остались те пакеты, которые необходимо обновить. Почему-то не обновился AnyDesk и еще несколько пакетов. С Qt WebKit у меня возникли какие-то дикие проблемы, потому что он не хотел обновляться. Точнее, он обновлялся до 30% где-то и вылетал Pacman. Ну, точно так же через командную строку он обновлялся, потом возникала какая-то ошибка. Причем это происходило около часа где-то. Даже до 30% он доходил всего лишь за час. Ну, всего лишь в кавычках, конечно же. Через консоль у меня так и не получилось дообновить. И я попробовал опять через Pacman, и почему-то мне пришлось подключиться по проводу, потому что Wi-Fi не работал в этот момент. То есть какая-то проблема возникала. Ну а так, в принципе, все.